Здравствуйте, в эфире Центр Э на Засекин ТВ, Центр Э, Центр эстетики, эксперимента, ну и, конечно, немножко борьбы с экстремизмом, понимая под экстремизмом тех людей, те явления, которые мешают развитию современного искусства. И мне очень приятно представить сегодня главного нашего эксперта, это Мартин Шибли, да, шведский куратор, искусствовед, критик, культуртреггер, так у нас называют. Мартин, добрый день, приветствую вас в Самаре. Добрый день. И вместе с Мартином большой друг шведского народа, шведского искусства, деятель современного искусства, художник Нелли Каржова. Нелли, добрый день. И помогает нам тоже уже постоянный участник борьбы с экстремизмом антиэстетическим. Это Андрей Сенаторов. Андрей, добрый день. Добрый день. Вот несмотря ни на что, да, проходит время, разные события, к сожалению, много событий, да, печальных или неприятных, тем не менее Мартин, Швеция, шведское искусство приезжает, возвращается в Самару, и здесь в Самаре фактически 2 дня назад, но будем говорить, что сегодня стартуют по-настоящему шведские дни в Самаре. Мартин, вот чем обусловлено такое постоянство, да, вот шведско-самарское сотрудничество? Why is it so constant, the thing that interaction between Russia and Sweden? Why you are here for the second time or even the third time? So what is the reason? I think it's the 4th time I visit Samara. В действительности это уже 4-й раз, когда я в Самаре. But I think in a lot of general terms, Swedish history and Russian history is very intertwined into each other. И вообще, если говорить в целом, то история Швеции и история России здорово переплетены. So in many senses, if you study the history of Russia and Sweden, in some periods more, some periods less, but still it's very close relationship or an interaction with Russian culture. И хотя, конечно, в различные периоды интенсивность вот этого взаимодействия разнилась, но тем не менее взаимодействие именно с русской культурой оставалось на всем протяжении. And that is the basic of my interest and also for the artists that's participating, that try to find ways to communicate and to learn more from each other. Unfortunately, maybe in Sweden, the knowledge about Russian culture is not that high anymore. И, собственно, вот это и есть основа для моего интереса, а также для интересов всех прочих участников. Они пытаются взаимодействовать с художественной средой здесь, в России, чему-то учиться. И надо признать, что сейчас в Швеции, к сожалению, российская культура не так хорошо известна. And of course, it's very generous always to be here. И в любом случае просто приятно быть здесь по приглашению Нелли и Романа. Да, ну вы много лет сотрудничали с Неллей. До вас, да, был советник по культуре Юхан Эберг, да, такие были литературные связи, да, еще в начале 90-х годов я проводил с ними фестивали. Тем не менее, вот отношения с Самарой, отношения с Самарой носят какой-то особый характер, то, что, да, вот много лет вы именно в Самаре, или есть какие-то и другие точки, да, России, куда вот хочется и часто приезжают шведские деятели культуры. Does Samara mean something special for you, or you got some other cities throughout Russia to participate in different events? Samara means definitely something special to me, absolutely. And I've been visiting and done projects in other Russian cities as well, but I see it at different contexts. And yeah, and Samara has a special place in my feelings because I like to come here every time. Да, Самара все-таки нечто особенное для меня, хотя я действительно участвовал в проектах в других городах России, но все же, когда я возвращаюсь в Самару, это особенное чувство, особенное притяжение. Да, но перед тем, как мы будем говорить, собственно, об этих днях Швеции в Самаре, да, и о проекте, который вы привезли, еще такой, да, 2 вопроса такие универсального свойства. Ну, первый, да, мы неизбежно сегодня, вот когда мы записываем эту передачу, сборная Швеции по футболу играет со сборной России, да, и в этой метафорической плоскости, если говоря, вы говорите об особых связях, когда-то, да, главным тренером шведской армии был Карл XII, у нас Петр I, да, разные были матчи, да, вот сегодня Капелла, да, играет против сборной Швеции, но вот эти времена, насколько сейчас вот для вас сложно, да, вот та ситуация, которая
существует сейчас в Европе, да, ситуация вокруг Украины, насколько она зашоривает вам немножко взгляд, или у вас непосредственный взгляд на Россию, на российское искусство, и это никаким образом, да, не мешает вам вот реализовывать свои проекты? So what are your special feelings about this difficult situation nowadays in Europe, especially with Ukraine? And does it really interfere with your understanding of Russian culture, or it is separate? So Russian culture is separate from the politics at all? I don't believe that you can separate culture and politics, but I have to say that in order to one way to understand and communicate is actually to meet each other. And for me, doing cultural projects, for instance, in different places in Europe, is a way to increase the understanding and the understanding of the complexity of history. Но дело в том, что для меня разъединить политику и искусство не представляется возможным, но тем не менее вот мое участие в различных культурных мероприятиях я использую для большего постижения исторической сложности, исторической и политической сложности. And I think we have to find a language to start to make it possible to discuss the things that happens. And the first step is actually to increase the knowledge about the other cultures. So in my projects, when it comes to, for instance, here in Samara, one important thing is to bring Swedish artists here, not just to hopefully it's meaningful to the Russian people living in Samara, but also for the Swedish artists that they have a kind of understanding so they can bring back in Sweden. So it works both ways. I know I have to translate now, but I want to say something more. Okay. And in the knowledge, the complexity of European history also demands that you can't see everything in black and white. And so my aim is actually to increase understanding between different cultures, different countries, different regions, and between people. That's my main goal with doing cultural projects. And I really believe that it's important for the future to find a possibility for a mutual future in peace, etc. And now I'm sounding visionary, but it doesn't intend to be that way, but I really believe we have to work here and now. Значит, дело в том, что вот посредством различного рода культурных мероприятий мы пытаемся разработать какой-то общий язык для взаимного понимания. И то, что я хочу подчеркнуть, вот мы приглашаем сюда шведских художников, и, конечно, наверное, это представляет интерес для жителей Самары, но это также интересно и для самих художников. То есть важно, что они уезжают из Самары с определенным багажом, с определенным новым видением, и все это помогает в дальнейшем построить какие-то, опять же, культурные взаимосвязи. И вообще важная вещь, связанная с историей и политической, в частности, историей Европы, связана с тем, что мы должны избегать черно-белого взгляда, какой-то жесткой дифференциации, да? То есть все во взаимодействии вот в этих вот сложных полутонах. И я считаю, что вот культурные мероприятия могут помочь нам как раз прийти к какому-то более мудрому, более глубинному пониманию всех этих процессов, к лучшему взаимодействию. И, может быть, это звучит несколько пафосно и даже как-то визионерски, но все равно я думаю, что нас ждет успех на этом поприще, и мы должны действовать здесь и сейчас, прям начиная вот с сегодняшнего дня. Да, и последний вопрос перед фрикадельками. Да, существует такая точка зрения, что, ну, если авангардное искусство пыталось, да, менять реальность, и в этом смысле было как бы мозгом, да, этих изменений, главным, то нынешнее актуальное искусство или воюет с реальностью, да, вот можно говорить о Pussy Riot, о группе «Война», о других движениях там, европейских, американских, или пытается быть полезным обществу, да, решая какие-то социальные вопросы. И в этом смысле, собственно, как бы искусство, да, уходит на какой-то третий, там, четвертый план. Вы согласны вот с таким видением сегодняшней ситуации? No, the thing is that nowadays art is a kind of a, it's not valuable itself. Because it serves different aims, whether it is battle with politics like Pussy Riots,
or serving for the politics. So it is not pure art anymore. So what do you think about it? I think that is a tendency in not just maybe here, but in general all over the world, that in one way or another people see culture as a way to use it as a tool for something else. And Sweden is not excluded from this. And in my personal belief is that you have to allow the culture to work in its own path. That doesn't mean necessarily that it's unpolitical or but I believe that if we really believe that an artist has a possibility to contribute to a society in some way, we also have to give a freedom and a trust that they can work without these kind of ideas of how they should work. And it's maybe it sounds a little bit like a linguistic question here, but I really strongly believe that you have to allow the artist to work in one way to try to reduce the kind of instrumental view on culture. On the other hand, culture is important for most societies, historically, etc. So in one way, we really need culture in order to progress. There is a play between those two positions. Дело в том, что вот ситуация, о которой вы сказали, она характерна сейчас не только для России, но и для других стран, и Швеция в данном случае не исключение. Люди по всему миру пытаются так или иначе культуру как бы призвать себе, направить ее для выполнения каких-то конкретных, порой неблаговидных целей. Вот. Ну, и тем не менее, я, конечно, считаю, что культура не должна быть инструментом. Это не значит, что культуру следует отсоединять от каких-то политических вещей. Это все должно быть отдано на откуп исключительно художнику. То есть если художник считает, что так должно быть, хорошо, но ничего привнесенного извне. Вот в этом суть ответа. Да, ну теперь вопрос к художнику, да, который не должен ничего отдавать на откуп. Нель, насколько вот этот проект, он органически входит, соединяется с тем, что вы делали до этого. Да, я имею в виду прежде всего музей как улица, улица как музей. Да, это составная часть, продолжение такое шведское вашего проекта. Ну, вообще, вот «Улица как музей», мы этот проект, когда именно переименовали из экологии восприятия, это как раз первым участником, одних из первых был Мартин Шибли. И тогда тоже была большая шведская выставка, и мы ездили еще с ней в Швецию, в Кальмар, поэтому я хочу сказать, воспользовавшись вот широкой аудиторией, очередной раз спасибо Мартину за то, что он так активно работает с искусством и искусством улицы. Thank you very much for your active participation and precise working with street art in Russia. Thank you. Потому что это интересные взгляды, и он позволяет как бы трансформировать вот саму программу. Например, вот сейчас у нас появились на остановках пьесы. Понимаете, и при этом это пьеса, которую вы можете прочитать только в этом виде. Ее нет ни в интернете, нигде, все права защищены. И это, в общем-то, остросоциальная вещь. Мне кажется, это очень важно. Миниатюры такие, да, пьесы миниатюры? Ну, я бы не сказала, что она совсем уж миниатюра. Можно эту пьесу сыграть на малой сцене, и вполне себе будет очень интересно. На большой сцене малого театра. Ну, можно и так сказать. И еще я воспользуюсь все-таки сразу тем словом и хочу пригласить зрителей прямо сегодня в 5 часов в галерею «Виктория» на лекцию. Они завтра утром увидят нашу передачу, зрители. Поэтому до завтрашнего утра можно приглашать их. На остановке. Хорошо. Да, там на остановке, да. Открытие будет сегодня в галерее «Виктория». Там просто презентация открытия, а сам проект будет на улице. Сам проект уже идет на остановках, как всегда, и задействован весь город, и вы можете его видеть до 10 числа.
Такой вопрос, Мартин. Ну вот название проекта «Не всякий в Швеции ест фрикадельки» звучит примерно так же, если Гоголя перефразировать, «Не всякий русский любит быструю езду». Да, а что, раньше все считали, что шведы все едят фрикадельки? So about the title of the whole exhibition, it's a bit strange. So do you think that all people around in the world, they think that everybody in Sweden eats meatballs? It's a kind of irony towards stereotypes. Ну, это в некотором роде ирония по отношению, конечно, к стереотипам. And there are stereotypes about a lot of people from different countries, including Swedish. And to some extent this is kind of people use it when they don't have a knowledge, and sometimes it also is some truth to it. But my idea with that title was kind of ironically, but also a bit of humor. But the main idea behind it is that there aren't such thing as a typical Swedish contemporary art. I want to present a variety of different artists in this exhibition. Вот что касается стереотипов, конечно, и каждая страна, и каждая национальность имеют вот своего рода ярлыки таких стереотипов. И, кстати, люди их часто используют, когда не имеют реального знания о культуре той или иной страны. И, между прочим, иногда стереотипы не так далеки от истины. Вот. Но в данном случае, наряду с иронией и юмористическим содержанием названия, я хотел подчеркнуть то, что в этой выставке мы представляем шведское искусство, которое в принципе свободно от стереотипов. То есть оно настолько разнообразное, что при всем желании его невозможно вместить в какой-либо стереотип. Да, но все-таки, да, если как бы заявлено, пусть в игровой форме, что не всякий, да, в Швеции ест фрикадельки, то есть не всякий в Швеции, в России, во Франции, в Америке, да, делает то, что, да, нам кажется, или то, что там преподносят. Все-таки есть какие-то, на ваш взгляд, вот работы, которые концентрированно направлены вот на эту деконструкцию, на разрушение стереотипов, не только как бы шведских, а вообще, да, человеческих, культурных, художественных? So, do you think of some particular works among these that are presented in your exhibition that aimfully deconstruct this stereotype still? Although you told that there is a great variety of works, but that definitely deconstruct this stereotype, that blow it away. Not a single work, but in this, if you look at the biography of the artists, most of them they are born and raised maybe in Sweden but live elsewhere. There are also artists that are not born in Sweden but have moved to Sweden, like Svetlana Heger and Juan Castillo. And also this kind of the different backgrounds that also make it, in a way, I try kind of rephrase it. I think contemporary artists today, that is often the most interesting ones, is the artists that have different backgrounds that combine, for instance, they have a cultural heritage from one country and they're brought up in another, or they travel a lot. So this kind of mixture between backgrounds also make it possible to find interesting things in society to work with as an artist. So I think that is one of them, was one of my ideas also when I choose the artist. But not a single work in this case. О какой-то конкретной работе, которая вот непосредственно направлена на разрушение стереотипов, я сказать не могу, но все дело в том, что большая часть участников нашей выставки, они имеют очень разный культурный бэкграунд. Многие из них родились в Швеции, но живут где-то за рубежом или постоянно путешествуют по миру, другие даже и не в Швеции родились. То есть таким образом здесь происходит вот это вот переплетение каких-то культурных основ, и практически таким образом почти все работы, собственно, и разрушают этот самый стереотип, поскольку все они являются неким фьюжном различных влияний и воздействий. Можно тоже вопрос задать? Тоже по поводу фрикаделек. Если бы такое название носила российская выставка, это означало бы, что не всем в России хватает фрикадельки, что у нас есть люди, которым не хватает еды. Можно ли вот так сказать о Швеции? Есть ли такие слои населения, которым просто не хватает фрикаделек?
So if it would be Не some очень Russian сообразно. type of exhibition, and this everyone doesn't eat meatballs in Russia, it would mean that some people are starving. So there is lack of meatballs. У нас это всегда самокритика строя. But it's a kind of self-critic. It's obvious for Russia. And can you say the same thing for Sweden? For example, can you say something about this poverty, probably, or poor layers of society? Does it exist in Sweden? Everyone can, most of everyone, maybe absolute majority can eat. But of course we have parts of society that in one way are not included, and it depends on different things. Social background, it depends on where you are living. So the problems are also in Sweden. Still, people can eat, people have apartments or houses, but they don't get the education, they don't get jobs, and in one way it's also kind of the understanding of society, and also has to do with democratical questions, that some people have more power networks to change things than others. And these issues are highly discussed in Sweden. But there will not be an easy solution to this, because it depends on so many parameters, money, educational level of parents, where you are living, etc., etc. Ну, что касается фрикаделек, то в Швеции все имеют в достатке фрикадельки. Мэри теперь может спокойно готовиться. Тут беспокоиться нечего. И, конечно, в плане еды и в плане жилья практически все обеспечены, но проблемой является немного другой. Вот как раз некая выключенность из культурного контекста определенных слоев. То есть только едят фрикадельки, больше ничем не интересуются. И живут в интересуются. своих квартирах. То есть для некоторых слоев недоступны социальные лифты, невозможно полноценное образование. И это, конечно, тоже серьезные проблемы. То есть помимо каких-то сугубо приземленных материальных вопросов, вот это очень важно, что некоторые люди, несмотря на все усилия, они не могут стать как бы полноценными участниками общества. То есть от их мнений ничего не зависит, потому что они вот не выходят на определенный уровень. И подобного рода проблемы очень активно в Швеции обсуждаются. И очевидно, что легкого решения для этого вопроса нет. Но вот тем не менее. Но все-таки вот еще один острый вопрос. Понимаешь, я художников Швеции знаю достаточно хорошо, потому что они большими, опять-таки через тебя, порциями приезжают. И если я могу вычленить что-то общее в проектах, это всегда критические социальные проекты. So for Swedish arts, it's typical this involvement of critical social projects. И это всегда критика общей системы, и довольно странно, если такая сытая страна вот критикует. Значит, вы видите какие-то фундаментальные мировые проблемы. So for Russians, it could be a little bit strange that so you are so prosperous and still you criticize so much different structures and Или это просто мода? Institutes. So the issue Maybe is it's whether fashion. it is your Или вы больше ничего не умеете? Еще острее. whether it is your general view of some global problems or it is especially for Sweden or what? Some of the problems are linked to globalism. And then there is a discussion, should we embrace globalism to get it better or kind of reject it to get better? There's a different political positions there. But among artists, I think that's not just in Sweden, but if you take what the contemporary art scene from the beginning of the 90s, the main general word is social critique. What is the possibility of art? It was actually started with the postmodernism that rejected that. For you it's good or not? Сейчас я сперва переведу. В общем, смысл в том, что, конечно, мы видим
мы, как шведские художники, видим и глобальные проблемы, и для нас как раз и вопрос состоит в том, отгородиться ли от глобализации, или же, наоборот, как бы внедряться в нее, проникаться вот этими общими проблемами. Ну, в целом, вот так вот, да, и вообще, в принципе, для современного искусства, то, что называется contemporary art, еще с 90-х годов, это вполне характерно. Вот эти затрагиваются социальные вопросы, какие-то глубинные, те, которые, может быть, были не характерны для искусства в прежние времена. Да, ну, возвращаясь к фрикаделькам, да, Нелли чуть слукавил, да, это идиоматия. Если бы в России звучало бы иначе, не всякий, да, в России пьет водку, не всякий, да, ест щи. Но, возвращаясь вот к фрикадельке, да, это такой, да, концепт языковой, литературный. Насколько актуальное contemporary art искусство, да, шведское, то, которое вы представляете, связано с теми процессами, которые происходят в литературе. В литературе, скажем, постмодернистские тенденции сильнее, чем вот так называемый, да, аскетический contemporary art. В кино, где после Бергмана, да, очень сильна экзистенциальная, да, психологическая линия. Вот такое как бы левое, да, антиглобалистское, социальное, это прежде всего характерно для contemporary art, или есть какие-то еще вот такие доминирующие направления? So, in comparison with different ways of art, contemporary art is the most social-oriented, or not? Sergei told just about cinema, which is a little bit outside of social thing. This is purely postmodern ethics or aesthetics. But contemporary art seems to be very highly involved in this social thing. So yes, and it's correct, and it was since the mid-90s been that way. But if you also look at art history and see what's included in the idea of art history, it's mostly artists that say something about the society they were living in. And some of them took political standpoints, some of them just documented changes in society. So I believe it's also kind of the idea of not just contemporary art, but art that in one way or another, what we embrace, why art is important, is a possibility that art can present something about here and now and even about the future, and make a documentation that generation after us could have like a tool to understand how it was when we were living. And art history is full with such works on Delacroix, Goya, etc. Ну, в целом, я с вами согласен, да, действительно, contemporary art, конечно, в первую очередь наиболее социально ориентирован в сравнении с другими направлениями. Но вообще, вместе с тем, если мы посмотрим на историю искусства, и в частности изобразительного искусства, то если вспомним такие имена, как Делакруа или Гоя, то эти люди тоже не чурались социальных проблем, и их творчество так или иначе очень плотно затрагивало эти вопросы. Ну, вот в целом так. Можно еще один вопрос? Вот слава Олега Кулика случилась именно в Швеции. You remember? So Oleg Kulik became famous, да, в качестве голой собаки, well known, particularly in Sweden. Шведскую буржуазию покусывал. Actually, he's not well known in Sweden. В действительности, вы знаете, он не так уж и известен в Швеции. Actually, this is probably one of the most known exhibition that took part in Sweden and known outside. But in Sweden, we don't talk about that exhibition. Довольно парадоксальная ситуация, да, что в некотором роде это может быть одна из самых известных выставок за пределами в Швеции, и все знают вот именно это мероприятие, тогда как мы в Швеции вообще и не говорим, не упоминаем даже об этом. А Ларс Вилкс, вот ты очень дружишь с Ларсом Вилксом, это один из радикальнейших шведских художников. You're a friend of Lars Vilks. Yes. Как он в Швеции? Он известен реально, потому что во всем мире он очень известен, а в Швеции He's как well обстоят known дела? worldwide, but what about Sweden? So, Простите, я для слушателей скажу, что для зрителей, что это художник, который сделал, вообще это потрясающий инсталлятор. Он делает инсталляции величиной в километр, то есть это что-то фантастическое. Но весь мир его знает, потому что он нарисовал собаку с головой Мухаммеда и с тех пор преследуется Аль-Каидой. Вот мы ездили смотреть эту прекрасную инсталляцию, я знаю, что Мартин очень дружен с ним, поддерживает его взгляды. Мне интересно, как общество в Швеции относится к этому. So you share his views,
as far as Nelis told, yes? Не грозит ли ему 2 года, как Кучерайт? Нет, What is ему the грозит attitude of смертная казнь. Swedish society to all this Как acts Салман on the Ружди. dog with Muhammad's head Um, and something like this? This is very that is a complicated question. Yes, Ну, этот вопрос, конечно, непростой. it's a complicated question because it also as Lars Vilks was very, very famous even before this happened. So he's been famous in Sweden for 20 years, among also a lot of people. And big discussion about his name. Но дело в том, что Ларс Вилкс был известен в Швеции, да и по всему миру, еще задолго вот до этого. Because he's built this land art project in Skåne, south of Sweden, that is really huge. And there's 40,000 people coming there every year. So he was known before. Ну, то есть суть такова, что он был известен даже вот до этого скандального, так сказать, как это наподобие инсталляции, да, вот собаки с головой Мухаммеда. And you also have to remember. Рисунки? And one also has to remember that Lars Vilks is a professor in art theory, and one of the professors that's been teaching generation of artists in Sweden. So it's very theoretical, and one idea for him is to work what is really possible to do in what we call art. And that is the background to see this image drawing. And the discussion afterwards was highly intense, and the discussion was a lot about freedom of speech, how far can it go, and what kind of responsibility are linked to this idea of freedom of speech, and also to what extent do we have to consider other viewpoints on the world. So that was kind of discussion there. Дело в том, что вот за этим эпатажем не стоит забывать, что Ларс Вилкс — это профессор искусств, и он преподавал у целого поколения шведских художников, шведских студентов, и за всеми его работами значительная теоретическая база. И в действительности, опять же, это не эпатаж как таковой, это возможность и попытка исследовать вопрос, как далеко можно зайти в свободе слова. Нужно ли это дело ограничивать как-то? Границы свободы. Да, где они есть и как искусство может взаимодействовать вот с этим границами. Мартин, а вы считаете, есть границы у свободы? Понятно, что есть реакция, да, и с ней неизбежно будут считаться, да, и Вилкс, и Салман Ружди, и Мишель Уильбек, и многие другие, но тем не менее, для вас, да, как философа искусства, для искусствоведа, есть границы у искусства? So personally, what do you think about borders of our art and borders of freedom of some statement, cultural statement probably? I think that an open society should allow to a very high extent artistic freedom. But at the same time, that doesn't mean that if an artist do something against the law, that they would go could be free from the consequences, juridical consequences. But I believe that also that the society needs persons who sometimes doing what they believe in, and sometimes also take a risk of being put to trial for something that weren't allowed. So I think an open society needs a kind of open understanding of an artist can go quite far. Дело в том, что So that's my belief. в открытом и свободном обществе, конечно, свобода художника должна быть довольно велика. Это вместе с тем не означает, что если художник делает что-то противоправное, противозаконное, его не нужно преследовать. То есть он, конечно, должен отвечать перед законом. Но hypothetically, it could be that an art project that are highly considered as qualitative in art also could be, in one way, in a juridical sense, illegal.
to some extent. So I think it's you have to accept that it could go both ways. And still be a good artwork, interesting artwork. Дело в том, что вообще важно, чтобы в обществе были художники, которые из-за своих искренних убеждений могут пойти на риск, могут даже выйти в некотором роде за пределы закона. Главное, чтобы это имело художественную ценность. И опять же, вот в открытом обществе мы должны понимать, что в некоторых случаях ради сущности художественного высказывания художник может... Да, что все-таки это метафора. Мартин, да, возвращаясь к выставке, которая посмотрит, я не знаю, 5, 10, 15, 100, возможности, да, 1,5 миллиона могут посмотреть, да, то, что будет на остановках. Вот вы, во-первых, те художники, да, и работы, которые вы привезли, они представляют какую-то цельность? По какому принципу вы подбирали? Можно сказать, что это самые интересные, на ваш взгляд, художники? Или самые актуальные по языку? Или просто очень хорошая компания? И второй момент, какой реакции вы ждете от зрителей, которыми неизбежно, хотят они не хотят, станут самарцы? So the first question is, what was the main principle for you to choose the participants of your exhibition? So is it something special for most of them, or what? And the next thing is, what do you think of the reaction of Samara audience to your exhibition? Do you have some... The second question is not easy because I just arrived here a few hours ago, so I have no possibility to know. Hopefully I have some when I leave. The selection was actually to work with artists that had different backgrounds, but also the youngest one is 23, the oldest one is 76. Some of them are educated up north, some are educated south, so it was kind of finding a diversity among the artists. On the other hand, I also thought what is possible to do in such situation artistically. So therefore a lot of the artists is also working very conceptual, they're working with the text, etc. Дело в том, что, как я уже сказал, главным, наверное, здесь является разность культурных подоплек, культурных бэкграундов. И это, вместе с тем, это не только касается непосредственно культуры и разных стран, где те или иные художники приобретали этот багаж, но также и возраста. То есть самый молодой участник, ему всего 23, старшему 76. Уже здесь вот это вот заложена огромная вариативность, многообразие. Вот это вот, наверное, основной момент. И второй, конечно, у меня было определенное видение, когда я, так сказать, компоновал вот этих участников и в целом выставку, определенное видение в концептуальном плане. И, в общем-то, все художники его так или иначе придерживались, и во многом это вот большое вовлечение текстуальной части, текстовой, скажем так, части. Вот это важный момент. А что касается вашего второго вопроса относительно реакции самарцев, трудно сказать, я прибыл в Самару всего несколько часов назад. Вот. Надеюсь, что когда буду уезжать, у меня будет уже что-то, какое-то более оформившееся впечатление. Но вам важно, да, вот есть ли что-то, да, что должно спровоцировать, как кажется художникам, вам, да, какую-то реакцию? Вам важно какую-то реакцию? Или важно, чтобы эти работы оказались как в растворе, вот в этом пространстве, да, российского города Самара? So again, the question is about the audience. Is it important for you to provoke the audience, to make some impact on Samara audience, or you just want your works here and kind of saturated in the cultural sphere? No, not the last one. Do I want to provoke? No, that's no. In this exhibition, I didn't had this idea. I want to provoke. How do I provoke the most? That wasn't the communication form. It was more based on how does it work on such a spot with buses and so. But sometimes you never know what people will be provoked from. Sometimes my experience is you do something, you think people might react and nothing happens, and then things that you never thought. Then you have the papers calling and everything. So sometimes you can't predict what happens. But I think my main idea is I hope that on one level that when people pass through, see it, something will make them think.
That's my only agenda. And what this thought might be, that it's hard to predict. Но дело в том, что у меня, конечно, нет такой изначальной цели спровоцировать. Ну, то есть я как-то не ориентируюсь на это. Но вместе с тем моя практика показывает то, что порой это совершенно непредсказуемо. Делаешь какую-то выставку, казалось бы, совершенно беззубую, да, ну, так сказать, не нацеленную на то, чтобы... Не агрессивную. Да, не агрессивную. А реакция оказывается очень бурной. То есть это совершенно невозможно заранее сказать. Но дело в том, что для меня наиболее важно это то, чтобы люди пришли вот на эту выставку и задумались. То есть и чтобы мысль как бы жила в их головах, и вот то, что родится дальше из некого постосмысления всего увиденного. Да, искусству пора из студии выходить на улицу, поэтому последний вопрос к Нелли. Нель, где будет работать этот музей, да, вот, да, как улица как музей, сколько работ будет представлено, на каких остановках, чтобы наши зрители, да, знали, что... Ну, у нас все опубликовано на сайте, это будет увидеть? 14 работ по всему городу, но вот все-таки я бы хотела сказать о кураторе Мартине Шибли, поскольку мы с ним работаем почти 5 лет, и я вижу, что у него есть яркий почерк, своеобразный, и он очень важен. И почему мы так много с ним работаем в публичных местах? Это один из редких кураторов, которые стремятся сложные, неоднозначные социальные и политические вопросы проговорить толерантным языком и в публичном месте. Да, Андрей, это можно не переводить, да, для Мартина. И еще я хочу сказать, что вот, кстати, почему я сказала о Ларс Вилксе? Это вот как раз принцип, не просто потому, что вот они друзья, а вы знаете, потрясающе, что вот этого человека, которого преследует там часть мира, деревня, где он живет, выбрала почетным членом и защищает. И вот, в общем-то, деятельность Мартина, вот она направлена на то, чтобы вот этот диалог от себя в обществе лично, от вестника современного искусства цирка Олимпия, я прошу привести Ларс в Самару. А сейчас все-таки скажи, да, на каких остановках, чтобы люди, да, не просто смотрели стертым взглядом, а присматривались, да, и ждали. На Волжском проспекте около гостиницы «Волна», на Некрасовской, у Клинической, Коммунистической, на Самарской, Фрунзе, Некрасовское, Московское шоссе, проспект Ленина. Ну, в общем-то, вот я так, назначила от Московского шоссе до Волны вы ждите, да, работ из проекта от нового центра до старого. Мартина Шибли. Не всякий швед ест или кушает фрикадельки. Мартин, да, я надеюсь, что это 4-й раз, я думаю, что мы и в 5-й, и в 6-й раз, и никакие, да, мировые события, никакие конфликты, да, язык художественный, да, вот разорвать, сделать его бессмысленным не смогут. Поэтому спасибо и до встречи еще раз в Самаре. Сергей, спасибо большое за Сикино.ру, потому что, вспомнив последние лета, мы можем сказать, что это в каком-то смысле Дни Швеции на засеке. Да, но самое главное не только на засеке, а то, что видеодокументы, да, все эти, они остаются, да, и потом, да, также оказываются вот в видеотеке, в библиотеке, в пользовании всех, как ваши работы, да, на улицах. В студии были Мартин Шибли, Неля Коржова, Андрей Сенаторов и я, Сергей Лейбград. До свидания, до встречи на остановках. До свидания, друзья. До свидания.